Всем привет! Вы смотрите проект «Попробуй сам», в котором мы пробуем все и сами, но у нас наконец-то новая серия. Дождь наконец-таки закончился, и мы можем приступить к обучению. Знакомьтесь, Евгений, в простонародье Женя, будет рассказывать мне, как мы будем дрифтить сегодня на одной из этих тачек. Женя, но прежде пару вопросов, как обычно. Да, конечно. Почему BMW? Подожди, я объясню свой вопрос. Дрифт зародился в Японии, и там были японские тачки. Почему, BMW? Где Toyota Mark II? Где все это? Все очень просто, мы живем в Беларуси. Все-таки Германия ближе под рукой, Польша, Латвия, Литва, оттуда запчасти на именно немецкие машины дешевле. BMW это лучшая, я считаю, что марка немецкого автопрома, которая для дрифта. Дрифт это такой, скажем так, контактный вид спорта, когда у тебя машина должна быть боевая. Если ты там где-то сломал бампер, крылья, я не знаю, там какие-то рычаги погнул подвески, то есть это должно все быть в наличии, как можно дешевле и под рукой всегда. В Беларуси. Подожди, почему тогда не «Жигули»? Ну, потому что «Жигули» все-таки немножко не тот вид транспорта. Я не считаю, что на «Жигулях» можно хорошо ездить. Хотя зимой это очень быстрая машина за счет того, что она очень легкая. Хорошо, но вот положа руку на сердце, да, был бы у тебя доступ к японскому автопрому без проблем, что бы ты взял? BMW. Что ты думаешь по поводу дрифта на полном приводе? Ничего. Да, машина идет в заносе, но она сразу же с него выравнивается. То есть тут можно поставить машину, отпустить руль и рулить чисто газом. То есть повороты, перекладывать машину, все что угодно. То есть зимой на Subaru ребята... Боги. Привет Виталику. Ребята дрифтят. А на эвиках? Что, где на эвики? То же самое, но это не дрифт, это так, детский сад. Пацаны, на эвиках и субариках я за вас потом пну его. Расскажи вообще, что за BMW? Я в BMW не шарю. Что сказать, BMW E36 купе практически в стоке, но опять же таки в сток только снаружи. Внутри все переработано, другой мотор. Кстати, мотор дизельный, для обучения самый идеальный вариант. Не бито, не крашено. Кстати, не бито и не Ваня, крашено. привет. На первый взгляд, как бы все стандарт, ничего такого сверхъестественного, но на самом деле, как бы здесь уже есть доработки, то есть по выпуску, по турбине, чип и так далее. Они вообще чем-то отличаются? Это BMW, это для BMW? Это седан. Это просто седан, но она уже на каркасе, можно посмотреть. То есть эта машина участник чемпионата Беларуси по дрифту. Здесь уже полностью все подготовлено. То есть я считаю, что это просто идеальная модель для гонок, для соревнований. Эти гребаные бенвисты, они везде просто, они же достали. Так, главный вопрос. Да. Кем ты работаешь? Что позволяет тебе заниматься дрифтом, содержать машину, потом вторую на разборку, для донора, ездить на Саревы, покупать баллоны и так далее? Я очень хорошо шарю в технике, очень хорошо знаю эти машины. И учитывая, что я делаю практически все сам, и мне помогают также мои друзья, моей зарплаты там, ну, грубо говоря, там, примерно, пусть зарплата будет там $1000, ее хватит для того, чтобы начинающий дрифтер мог участвовать, хотя бы попробовать участвовать в таких этапах, как в Логойске. Слушай, самый откровенный человек, говорит, сразу про бабки все рассказал. Сколько стоит эта тачка? Нет, вот, которая есть сейчас, вот уже доработана. Такую купить невозможно. Ну, приблизительно, сколько она стоит? Вот за сколько бы ты ее продавал, например, кому-то, если бы ты ее вдруг продашь? Сколько она стоит? Наверное, 12-13. 12 тысяч? Какого она года так, корпус? 97-й. То есть, но дело ж не в этом. Дело в том, как машина собрана. Там она полностью вся усилена, переработана и так далее. Иди сюда, вот как обычные люди выбирают машины. Посмотри, жучок, сколько сбросишь? Этот капот здесь недолго. Цену назови в итоге, финальную. Финальная цена, я считаю, что эта машина, ну, минимум 16. Ну, вот реально 16. 12 и 16. Я скажу даже больше. Эта машина наделала шуму буквально 2 недели назад. Она
не уступила, я считаю, топовому пилоту РДС, то есть российской дрифт-серии. Это кто там? Кабаргин. Кабаргин, это он на Супре катается, да? Да, с 800-сильной Супрой. Здесь на данный момент 209 сил всего лишь. Всего лишь? И 265 крутящего. Количество лошадей имеет значение в дрифте? Да, имеет. Чем больше лошадей, тем больше скорость у машины. Мгм. То есть, грубо говоря, я могу, на этой машине либо большой угол, но маленькая скорость, Мгм. либо все-таки большая скорость, но меньше угол. А ребята, которые имеют по 600 сил, они едут и большой угол, и большая скорость, и еще так резину жгут, что там просто невозможно находиться рядом, потому что все полностью дымит. Женя, я уже воодушевлен. С какой начнем? Ну, как бы, мне нравится реально черный цвет. Так. Давай. Погоди. Сначала пройдем туда. Ну, так всегда. Что нет? Сначала мы с тобой будем учиться вот на этой красавице. М, Проверенная временем, проверенная всеми машинка. На BMW E28 она уже с 2010 года катает мгм. и в гонках, Заметно. и в прокате. Ладно, с чего начнем вообще? С чего начинается обучение у вас? Любое обучение в школах дрифта начинается по-мокрому. Аллилуйя! Сегодня прям свершилось наш Сегодня день. просто идеальный день для этого. Поэтому вначале мы с тобой попробуем повороты левый, правый, то есть Мгм. чтобы ты научился контролировать машину в заносе, начал понимать, что такое инерция, как ее применять. Вот. Затем я тебя научу ставить машину ручником, то есть Мгм. здесь же гидроручник, все дела. Вот. Потом попробуем с тобой восьмерку, то есть ты уже будешь пробовать перекладывать машину, не Ну, по-детски. я думаю, мы не тажем Вот. сегодня так на асфальте, чтобы он высох. Хотя можно попробовать. Поэтому у нас, скорее всего, сегодня будет все на мокром. Все на мокром, Да, но и надеюсь, что хоть что-то у меня да получится. получится 100%. Отлично, пошли. Погнали. Так, сначала сбоку я тебе все покажу, расскажу. Сразу, секунду, я тебя пристегну. Вот это что чё? мы имеем? Это выключатель массы. Опа, масса есть. Это мозги, насос, стартер, принудительный вентилятор под капотом. Все, Погнали. больше нам ничего не надо. Будем пробовать левый правый поворот. Причем левый полегче. При левом повороте я вижу у себя фишку в окно. Мне очень удобно контролировать машину вокруг фишки, потому что я ее вижу. При правом же относительно меня. Она будет где-то вот здесь гулять. Для того, чтобы машину сорвать за нос, я подъезжаю к фишке. Как только она у меня показывается здесь в поле зрения, я выворачиваю руль до упора. Затем один раз сильно дергаю газ. И потом все вместе отпускаю. Буквально на секунду, там, на долю, но я обязательно машину должен отпустить. И руль, и газ. Для чего это делается? Она в этот момент все сделает за нас сама. То есть она поставится, поедет боком, руль выкрутит в другую сторону. То есть нам главное не прозевать идеальный для нас угол. Как только она его сделала, мы ее, опа, подловили. Далее, когда я ее подлавливаю, то есть я хватаюсь за руль, за газ, газом я начинаю подгазовывать. Я подгазовываю, колеса прокручиваются, мы с тобой едем боком, при этом корректирую машину таким образом, чтобы фишка всегда оставалась ближе к переднему левому колесу. Фишка слева, руль, газ, опустил, словил. Все, я уже контролирую машину. То есть я глазами смотрю на фишку, подруливаю, сколько мне надо, она у меня всегда здесь. При этом газом я работаю по ощущениям в районе 2000. Все красиво, все аккуратно, все супер. А с какого раза у тебя получится? Для начала Со второго? Хорошо. отлично. Вот, подловил. Почти получилось. То есть ты и правильно и сорвал, и еще и вовремя подловил. Но если бы продолжил работать газом, мы бы продолжили ехать боком.
целиком делаются через сцепление. Ты обязательно должен отсоединить коробку от мотора. Вот разворот вокруг фишки. Вот, и газом. Вот. Ну а теперь попробуй то же самое, только вокруг фишки. Все круто, только перегазовал уже потом, когда подлавливать начал газ. Вы видели? Я мега крут. Мне сказали, что у меня даже очень круто получается. Не знаю, как видно со стороны все. Хорошо. Сейчас будет что-то новое. Это будет восьмерка. Восьмерка! Итак, что представляет собой восьмерка? Восьмерка — это два круга, которые пересекаются между собой в одной точке. И только в этой точке, и только именно так, как я сейчас встану, можно перекладываться. То есть, смотри, первое. Мы перпендикулярно фишкам. Да. Не наискосок, а именно перпендикулярно. Да. Второе. Расстояние от фишек до машины примерно одинаковое. И третье. Они уже не в передних колесах, а в дверях. Наша задача именно чуть-чуть позже это сделать, тогда все будет круто. Смотри. По итогу я всегда в это место прилетаю. А теперь это легкая восьмерка. Что такое сложная восьмерка? Это когда один раз ты проезжаешь между фишек, второй раз ты за две сразу. Смотри. То есть вот между, затем большой радиус. Ты под углом ускоряешься, потом замедляешься. Проигрываешь минутой и опять. Блин, это круто. Меняемся. Блин. Видишь? Нет угла, машина выравнивается. Так, тут перегазовал. Ну что, у нас маленькая пауза перед, наверное, предпоследним заданием. Восьмерочка. Не пошел небольшой дождик. Ну как небольшой? Слегка небольшой дождик. Зато мокрая трасса, мы будем сохранять покрышки. Меньше бабок потратим. Ну что ты хочешь сказать мне, мой дорогой друг, как смотрелось со стороны? Водишь ты, хуй. Выглядит вроде бы неплохо, да. А что ты тогда боялся подойти ближе? Вот только с восьмерочкой у тебя как-то проблемки небольшие. Это потому что дождь пошел очень сильно. Это сцепление потому что изменилось. ты влево не можешь дрифтить. Вправо. Вправо не можешь дрифтить. Я Вот. думаю, сейчас. А ближе я подходить не хочу, как и вы все. Кстати, они хотели бы, им-то нечего бояться. А вот ты стекло. Далеко ухожу, очень далеко, поэтому не хватает скорости заложить большую дугу. То есть ты слишком широко выходишь, сразу же улетая в сторону.
Сейчас пересядем на вторую BMW, попробуем там, в чем разница, потому что мне сказали, что это более благоприятная для новичков. Это вообще, говорят, дерзкая, но у меня как бы получалось и на ней, но просто чтобы оценить разницу. Последний финт, который мы делали, это 8. У меня получилось кое-как. У меня получилось почти, в конце меня только сносило. Будем сейчас пробовать добить этот элемент на этой бэхе. И, думаю, будем заканчивать. Поехали. Сейчас кто-то будет глотать грязь. Фу-фу-фу. Ну что, на этом все. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А если думаешь, что это было просто, попробуй сам.